Каково это работать с мужем? Это ужасно сложно. Это чудесно, что мы так много времени проводим, но мне кажется, что мы иногда хотим убить друг друга. Просто вот прям физически. То есть ты хочешь меня убить? В целях самообороны сегодня конкретно. Чтоб вы понимали, сегодня мы начали записывать подкаст, и все пошло не так, как должно было быть для Все меня. пошло с того, что запись-то сохранилась, с того, что Лена в ответ на мой вопрос, когда она почувствовала себя успешным мастером, сказала, что, ну, не знаю, лет через 6 после того, как начала работать, а у нее к этому времени была куча студий, у нее была куча курсов, у нее куча учеников, куча студентов, она зарабатывает огромные бабки, но она не чувствовала себя, она решила пококетничать и сломать мне канву повествования. Зачем ты решила Я не пококетничать? кокетничала. Я просто честно, натужно вспоминала без преувеличения свои какие-то ощущения. Может, я была тогда как раз в какой-то стадии такой, знаешь. Что ты мне Тем более, что рассказываешь? ты все делал, Дима. Что я должна была? Я про мастера говорю. У тебя была самая высокая цена в Краснодаре, у тебя был просто офигенный кейс, связанный с тем, что твои ученики творили красоту, у тебя все было прекрасно. Ну, как ты можешь говорить, что это ты не почувствовал себя успешным? После первой недели работы Юля Константиновна, которая под твоей работой написала, что у тебя дрожит штрих, заживет плохо или не заживет совсем, ты взбеленилась, потому что ты уже тогда считала себя успешной. Да, я разозлилась, но ты думаешь, потому что я считала себя успешной? Конечно, потому что ты думала, что ты офигенная, и все, и просто никто об этом не знает. Ну, это было 13 лет назад, или 14, или 15 даже лет назад. Возможно, я уже не помню. Возможно, ты помнишь. Я помню другое. Я помню, что я все время находилась в состоянии, когда я что то не знаю. Я не знаю, как это работает. Я не могу абсолютно точно гарантировать результат. То у меня получаются какие-то крутые работы невероятные. Я вообще умираю от восторга. То какое-то говно получается. Все время эти эксперименты. Потом я ушла в декрет. И на самом деле это толпа мастеров, и вот это вот все, да, я там помогала, там я писала методические программы, пособия, там вот это все для обучения, контролировала, обучала, моталась даже по городам, обучала. Но это была твоя работа. То есть у нас стала такая толпа мастеров работала, приносила нам деньги. Это была твоя работа, не моя. И у меня не было ощущения, что я великая. Вот я правда тебе говорю, не было. Возможно, где-то там мое эго там было местами вспышками, Когда с но тобой первый раз сфотографироваться попросили? м, ну, ярко помню я на конференции, вот в Пятигорск, когда я поехала. Это какой год? Год, не помню. Ты помнишь? Я могу глянуть, у меня переписка сохранилась с организатором, я недавно же смотрела. Там можно прям на начало. 15, 15, 15-й год. да. То есть в 15-м году ты поехала на конференцию. На конференции с тобой фотографировались, но ты все еще не чувствовала себя успешным мастером. То есть является ли маркером успешности то, что с тобой хотят фотографироваться другие мастера? Думаю, да. Почему тогда ты не сказала об этом? Забыла. Но это давно было, я просто правда забыла. Я думаю, что там сейчас, если начать вспоминать, всплывет куча вещей каких-то. Я просто их не помню. Ладно, вернемся к нашей истории. Посоветуешь ли ты своим подписчикам работать вместе с мужем? О, это очень странное ощущение работать с мужем. Ну вот если сейчас обернуться назад и выбрать, что я работаю все время без тебя, наверное, нет. Мне нравится с тобой много времени проводить, общаться, обсуждать общие темы и все такое. Думаю, что посоветовала бы. А какие проблемы ты видишь при работе с мужем? Напиши самые главные 3 проблемы, с которыми ты столкнулась. Напиши, Ну, опиши. опиши. 3 проблемы. Одна проблема же у нас. Какая? Это война статусов. Да. И я помню, что она началась очень сразу. Давно хотела сказать, она началась сразу. То есть я сидела в своем кабинетике, зарабатывала кучу денег,
Вот, кстати, я тогда не почувствовала себя великой, но я почувствовала себя свободной и тем, что как круто, я ни на кого не работаю и зарабатываю кучу денег, потому что зарабатывать я начала сразу, и их не тратила, собирала куда-то. Помнишь, сумочку складывала, офигела, пришла тебе показала этот первый месяц. И ты решил вмешаться в мой этот идеальный мирок, где я была сама себе начальник, делать, что хочу. Ты влез и сразу начал говорить, что мне делать, что говорить, кому звонить, как звонить, вести базу, там вот это все, и все попортил мне. Я помню. У меня было вот это ощущение протеста и злости. Я прям бесилась, что ты влез. Я видела сразу результаты. Я понимала, что я, если буду спорить, то, ну, как бы о чем? Я же хуже работала до тебя. Но было жутко тяжело. Я не понимала тогда, что это война статусов. Не понимала. Ну, это война статусов. Ну, как будто ты влез в мою песочницу. Как будто откуда ты можешь знать, занимаясь вообще совершенно другими видами бизнеса, там в строительстве ты работал, потом в магазине, там свой у вас там, это совершенно мужиковый бизнес по продаже рыболовных снастей, хобби. А тут ты влез и мне руководишь в салоне красоты, где женщины. Как ты можешь вообще знать что-то оттуда? И все время еще и прав оказывался. Что за фигня? Что, одинаково работают все бизнесы, что ли? Да, продажи, везде продажи. Маркетинг, везде маркетинг. Есть особенности, но в общем это правила одни и те же всегда. У меня самое яркое впечатление, это когда ты начала обучать своих первых мастеров. Вот мы взяли Куцеволову и Сашу Орешину, Кузнецову сейчас. Угу. И ты после какой-то сессии очередной, где ты там втыкала им, я не знаю, орала ты на них, не орала, как ты их там воспитывала? Не помню, надо спросить у Саши, орала я, не орала. Мне кажется, что не орала, но злилась жутко, я помню, они меня не понимали. И ты пришла домой, и вот в этом статусе самки решила прикрикнуть на меня или что-то там вот такое сделать. Вот у нас появилась война статусов. Расскажи, почему высокий статус у женщины это плохо? Но если у меня, как у женщины, высокий статус, мой муж должен быть меня выше по Почему? статусу. Но я так чувствую. Я как животное, я вот себя внутри ощущаю каким-то животным все равно, которое становится очень наглым, как вот с собакой можно сравнить. Что только ты ей, если что-то позволяешь, она все наглее, наглее, глядишь, она у тебя уже на темечке. И я так делала всегда, и так было со всеми моими парнями, во всех каких-то моих, наверное, дружеских даже отношениях. Я все время начинаю там повелевать. И перестаю уважать. А как только я перестаю уважать, все хана. То есть меня должны осаживать. Если это мои друзья, то я должна их ценить и в какой-то момент бояться потерять. Потому что они, если это не озвучат мне, ну, Лена, ну ты типа перешла границы. Я такая, извини, я перешла границы. А если этого не сделать, я их буду раз за разом переходить, и если они мне позволяют, то все хана отношениям, и все. Ты не можешь сама на самоконтроле это держать? Нет, я это даже не замечаю. Вот прям, и ты, я думаю, должен подтвердить, что до сих пор реже, но все равно до сих пор проблемы случаются. И ты, получается, выстраиваешь границы и достаточно жестко, и ты говоришь, что можно, что нельзя говорить, и ты говоришь, в какой момент я тебя задела. То есть такая особенность у него, я отвлекусь, потому что я ему как будто рассказываю, как будто он не знает. Такая особенность у него есть, что в разговоре просто я могу не тот тон, не те слова использовать, и даже не понять, и то есть он останавливается такой, подожди, у него там внутри ощущение какое-то возникло, протеста или какое-то неприятие, да, и ты начинаешь ковырять. Да? Это так работает? Он начинает ковырять. Что же его затриггерило разозлиться? Кортизол выплеснулся. Он это сразу фиксирует. А многие люди это подавляют в себе. Я знаю многих людей. Вот у меня там есть сейчас подружка, которая тоже это фиксирует и жестко, ну не жестко, а четко такая, ой, подожди, мне сейчас было обидно, давай обсудим, что за фигня. А очень многие вообще этого не делают и под коврик заметают раз, два, три, пять, 10, а потом все ломается уже, когда невозможно это починить, получается. Не фиксирую, правда. Как будто не я говорю иногда. А я понимаю, что в твоей вселенной это невозможно. Можешь ли ты представить, когда женщина будет счастлива рядом с мужчиной, который ниже ее по статусу, она принимает решения, она повелевает им, она вот самая главная самка,
Или она все-таки будет несчастна? Или, может быть, у нее должна быть какое-то отклонение психическое для того, чтобы она была счастлива в этой ситуации? Я не думаю, что это, я думаю, что, ну что такое норма? Норма это когда большинство соответствует вот этим каким-то критериям, правильно? А если там ты резко не соответствуешь критериям, то ты уже считаешься каким-то больным, психическое отклонение, все такое. И если взять крайности совсем вот там и совсем вот там, то диапазон такой достаточно большой. В середине норма, а по бокам какие-то отклонения. И это все тоже в пределах нормы. И вот я, например, вспоминаю наших партнеров без имен, да, где тюфяк полный мужик просто вообще, и им повелевало... Его зовут Анил. Анил, привет. Анил Рамазанов. Это человек, который глупее человека, мужчины, я не встречал. И при этом, извини, что я тебя перебил, Я при этом думала, мы имена не будем называть. они же участвовали в этом рейдерском захвате студии, поэтому они всегда не рукоподаваемые для меня особы. И Алина и Анил, я надеюсь, что вы сгорите в аду в муках за то, что вы сделали. Продолжай. Ну и мне кажется, что я даже заметила момент, когда он там обиделся, когда ты что-то там ему сказал. Ну, ты не раз ему говорил, когда он какие-то идеи тупые предлагал или что-то осаживал, потом он перестал их предлагать. Но мне кажется, он пытался через Алину воздействовать. А она все-таки была баба с яйцами. Она была достаточно прикольная, такая адекватная, с черным юмором, все. И он вокруг нее вот как собачка. Ну в принципе достаточно сильно похоже было у Жени Якушкиной с ее мужем тоже. Она как будто главная, а вокруг нее вот этот слабый мужичок выполняет поручения. Я все время смотрела, не могла понять, но им было, по-моему, комфортно. И они там вместе, если и живут, то я не знаю, как это работает. В моей вселенной мужчина, который выполняет мои поручения, он какой-то слабак, и это невозможно. Я должна, открыв рот, своего мужчину слушать и внемлить, так сказать. То есть тебя регулярно надо побивать для того, чтобы ты... Словесно, пожалуйста. Для того, чтобы Да. ты, да? Да? Да, я точно помню, с моими всеми парнями такая фигня происходила. То есть либо мы расставались, потому что я настолько оборзела, просто ни во что не ставлю. Либо мне говорят, иди ты нахер, ты что, типа, тут вообще такое творишь? Такое со мной не сработает. А с тобой никто так не делал? Нахер тебя никто не посылал? Был один парень, который со мной порвал, мы потом дружили, но он больше не захотел быть моим парнем. Он сказал, с тобой прикольно дружить, но ты слишком борзая, я не хочу с тобой встречаться. Он просто был чеченец, и это было неприемлемо абсолютно. Ну, хорошо. Если мы сейчас представим ситуацию, наверное, это самый легкий лифт для мастера перманентного макияжа к успеху. Да. Самый легкий лифт. Вопрос, как ты думаешь, почему? Нет, подожди, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что когда супруг принимает участие в бизнесе женщины, это очень легкий социальный лифт наверх эволюции. Нет, я тут не согласна. Мужчина должен быть определен. То есть у тебя был опыт, ты работал в больших компаниях, ты проходил кучу тренингов, ты был очень подкован, ты продажник, ты маркетолог уже тогда был, и у тебя был собственный бизнес, хоть и небольшой, мы молодые были, и ты пришел в мой вот этот начинающийся бизнес с бэкграундом большим. А то, что я наблюдала, например, у Якушкиной муж пришел, вообще он певец, он очень круто поет, но он больше ничего не знает, не умеет, вообще совершенно. У Рамазановой муж таксист, что он ей принес? Он только ездил, покупал продукты и что-то делал, поручения выполнял и тупые советы давал. Для того, чтобы вы поняли глубину компетенции Анила Рамазанова, мы ввели финансовую отчетность, и он был директором в Уфе, в нашем филиале. Ох уж эти ошибки. И он, потому что вроде как бы муж Алины, доверенное лицо, и он присылал финотчетность в Excel, он вбивал цифры в калькуляторе для того, чтобы суммировать значения в Excel, и вставлял их пальцами в компьютер. В Excel-скую таблицу, где да, можно автосумму сделать, можно формулу поставить. Он считал на ручном калькуляторе и потом вставлял. Ну, есть люди, не созданные для управления, подсчетов, ведения бухгалтерии там, и так далее. Не созданы. Он, может быть, был бы хорошим исполнителем. Вот такой муж, когда приходит в бизнес, это ничем не поможет. Должен определенного, как бы сказать, скиллов муж зайти. Как определить, вот, например, у тебя смотрят сейчас женщины, и они хотят быть успешными.
Как определить, что муж рядом с тобой именно вот скилловый, и он вытащит? Это типа мой опыт. Ну да, ну как-то, я имею в виду, по каким метрикам, во-первых, определить, что он классный и он справится. Тут такое интересное, получается, что у нас совпало, у тебя бизнес в этот момент, вы решили с твоими соучредителями закрывать его, и ты искал чем заняться. Если бы ты, на секундочку, уже открыл какой-то другой бизнес, ты бы в жизни не пошел в мою эту фигню, песочницу играться со мной. Скажи, мне кажется, Есть вариант. не пошел бы. Или если бы ты работал в той же самой какой-нибудь большой компании, где ты был увлечен, и тебе было классно, ты бы тоже не обратил внимания. Потому что мне писали мастера, у меня муж, он такой, типа, вот крутой, классный, у него там все хорошо, как его заманить? Я говорю, никак, у тебя не получится, просто должно совпасть вот таким образом, потому что муж, у которого все хорошо получается где-то там, он не придет бодаться с женой, потому что я, например, наблюдаю достаточно там умных мужей, у некоторых мастеров, не буду имена называть, и там просто вот тоже там бесконечно на грани развода, они срутся, он жалеет, что он бросил тот бизнес, пришел, посвятил себя здесь, потому что здесь королева просто, которая... У меня же тоже это было, мы это решили, мы реально решили спустя много, ну не скандалов, но выяснения отношений. Короче, если муж с мозгами зайдет, а жена королева, на которой все держится, есть очень большой риск, что просто все закончится, семья закончится. То есть они должны были начинать одновременно, получается. Да, мы Да. были молодые, и мы с тобой вместе проходили путь, получается, и зарабатывания денег, увеличения дохода, и развития в том числе тоже, хотя ты зашел, конечно, уже гораздо более там подкованный, чем я. Я-то баран вообще была. То есть, вот давай резюмируем. Если у мастера есть муж, которого она хочет видеть в своем бизнесе, и он успешен в другом бизнесе или работает в крупной компании управленцем, вероятность его затащить туда, ну, наверное, стремиться к нулю, и я бы не стала это делать. А если она все-таки затащит, то она там будет королева, амбициозная, а он тоже король. Которая дала ему возможность зарабатывать вообще, и он должен... Короче, там надо очень, очень крепко с психологом, возможно, работать, потому что может семья разрушиться. Поэтому это... Я не думаю, что это прям крутая идея. И это мы осознали, помнишь, после того, как наши партнеры потащили своих мужей, всяких разных, и никто не выстрелил вообще. Никто, кроме Богдана Куцеволова. Богдан Куцеволов выстрелил в Ваню, да. Выстрелил ей в печень, да. Он втерся, еще я помню, я ей говорила, что вы просто встречаетесь, вы сейчас переезжаете, вы будете организовывать бизнес, ты уверена, что ты защищена, потому что вы даже не семья вообще. Я не знаю, они поженились или нет в итоге, но факт в том, что студии ей вообще не принадлежала, и пигменты он у нее отжал, хотя она играла там большую роль, 100%, ну я знаю это. Хорошо, давай теперь мы коснемся ситуации. Она не такая частая, но она бывает. Я знаю нескольких мастеров, которые в этой ситуации находятся. Женщина, очень успешный мастер. Может быть, у нее студия, может быть, она просто пашет как раб на галерах. И у нее доход в 10 раз выше дохода мужа. Тоже проблема. Расскажи, что делать с этой проблемой? Как ты видишь это? Как выход ты видишь вообще? Это очень вообще у нас интересная сфера, перманентный макияж, которая все еще, странно, сколько лет мы в ней, она все еще приносит много денег мастерам. И обычно в мастера перманентного макияжа не идут успешные бизнес-вумен или владельцы бизнесов, или топ-менеджеры, или успешные врачи. В своей области успешные люди не идут в перманентный макияж. Я тут оказалась, потому что я художник, и я вообще была на распутье. Я поняла, что дизайн это не мое, я не креативная. Так получилось, что мне легкий вход оказался. И в общем и целом, наверное, такие, как я, и должны быть в этом бизнесе. Но в этот бизнес идут кто? Кто сидит рядом, наблюдает, делает ногти, ресницы, что-то еще, и начинает делать перманентный макияж. Или не очень успешный бухгалтер, или, ну, короче, вот какие-то вот такие люди. Может быть, кто-то нашел свое призвание, безусловно, такие тоже люди есть. Но получается, что если я мастер маникюра, то, скорее всего, мой муж либо таксист, либо какой-то клерк, либо менеджер где-то, либо, ну, это не будет у мастера маникюра, ну, как это цинично бы не звучало, не будет топ-менеджером какой-то нефтяной компании супруг.
То есть она просто не будет работать, либо у нее будет салон маникюра, и тогда это уже другого уровня человек и заработки. И у мастера маникюра, которая перешла в перманентный макияж и начала зарабатывать там больше, прошла какие-то инфо-цыганские курсы, возможно, и как стартанула в Поднебесье, либо просто молодец, много работала, развилась и начала много зарабатывать, как мастер. Развивалась, да. А у тебя оговорочка по Фрейду. Развилась. И начала много зарабатывать, а супруг у нее так и остался каким-то клерком. Много не зарабатывающим, то есть они стартовали вместе, они друг друга нашли. Этот мастер, возможно, там даже не 7 пядей во лбу, потому что не надо быть каким-то гением, чтобы рисовать там полосочки на лице и закрашивать кожу. Ну, правда, не надо. И получается, что она начнет зарабатывать в разы больше, чем ее супруг. То есть у них вариант какой? Либо он до нее подтянется каким-то образом, поднатужится, потому что ему стрёмно, если у него есть какие-то амбиции, наверняка таких примеров куча. Он такой, нифига себе, у меня жена зарабатывает в 10 раз больше, пойду я туда, на повышение, там еще что-то, жопу порву, стану зарабатывать. И у них они идут ноздря в ноздрю, потому что, мне кажется, обычная семейная пара – это примерно одинакового уровня люди. Если это не какая-то содержанка, просто жена, которая живет там, тыл обеспечивает, еду готовит, да, мой господин говорит. И второй вариант, что он не развивается, остается там же, и начинаются проблемы. Я знаю тоже много семей, где жена зарабатывает много денег, и начинаются раздельные счета, раздельный отдых. Типа, почему я должна на тебя тратить свои деньги? Вообще в нормальной семье постсоветском пространстве мужчина зарабатывает и тратит деньги на жену. Если жена зарабатывает больше, то она уже вот так с ноги заходит, она царица, как Дейенерис Таргариен представляли, царица андалов, 7 там государств и так далее. А ты кто? Я Джон Сноу. Типа вот такая же херня. Вот. И я знаю, у меня такие даже есть подружки, она такая, я взяла его, за него заплатила, в следующий раз не возьму. То есть я не знаю, каким надо быть мужчиной, чтобы позволять такое с собой. То есть какой надо быть женщиной, то есть если ее это устраивает, окей, я бы уже развелась. Просто я прям точно понимаю, что мы бы друг друга послали нахер в какой-то момент, и все. Хорошо. Как ты думаешь, какая вероятность, какое событие наиболее вероятно? Что муж подтянется или что муж останется и что-то там случится дальше? Откуда же я знаю? Это зависит от... примерно ты можешь оценить то, что я наблюдаю, там, например, 2-3 моих очень зарабатывающих, реально, не все мастера столько зарабатывают, много зарабатывающих мастеров не подтянулись мужья за много лет, то есть там накапливается, там у них уже дети, они вместе живут, а муж не подтягивается, как там говорили, в семье работает кто-то один, типа, что напрягаться, если деньги в доме есть, куда она денется? Я знаю семьи, которые развелись, переехав за границу, потому что у нас менталитет в России такой, что женщина просто выбивается из сил, чтобы быть красивой. У нее все прекрасно, и ногти, и ноги бритые, и ресницы нарощенные, в спортзал она ходит, и всякие тренинги саморазвития проходит, а муж и так красивый. Он там сидит, жиробас какой-то, не зарабатывает, ничего. У нас какой-то дефицит или в голове дефицит того, что мужчины... их мало или они какие-то очень ценные. То есть мужик может быть урод, а женщина будет прекрасная рядом с ним. И как только за границу такая пара переезжает, я знаю таких кучу кейсов, все разваливается, потому что заграничные мужчины, у меня есть примеры, у меня сестра в Новой Зеландии, например, живет, и у нее есть там друзья, где вот прям вот так вот происходило. То есть там мужчины по-другому относятся, они начинают этих женщин на руках носить, потому что славянки все, вообще постсоветское пространство, все это очень такие работящие, готовящие, они не скандалящие, еще и красивые, еще и стройные по сравнению, ухоженные по сравнению с австралийками, новозеландками или американками, тут не сравнить. И все, хана семьям, это если за границей, потому что тут конкуренция выше и носят на руках. А вот в России, по советском пространстве, я думаю, в Украине тоже, все еще не так, и они годами живут, недовольны друг другом, но живут все равно крепко. У меня такой вопрос, как ты думаешь, если бы не совместный бизнес, мы бы с тобой развелись? Я думаю, есть риск. Потому что мы так много рефлексировали. Мы так много обсуждали.
Нас именно бизнес объединил в какой-то момент. Он нас пытался развести, но он же нас и объединил. Вот сейчас я жутко счастлива, что все мы это прошли. Потому что я помню момент, когда ты работал в большой компании, и там ты там на работе. Тебе со мной нечего обсудить. Ну, там, может быть, хобби совместное, дети. То есть это была бы такая, я прям вижу, это такая семья была бы, где как дела нормально, как дела нормально. Все, мне кажется. Велик риск. Но это мы. Я не думаю, что мы прям норма. Мы Мы с живем в тобой. Америке почти 2 года. Мгм. Почему мы до сих пор не развелись? Потому что мы все это проработали. Ты меня носишь на ручках. А, Я Тяжело носить меня на ручках. тяжело, да. Ну, Хорошо, если, ну вот моим наблюдениям, есть классный способ выйти из ситуации или хотя бы ее понять, потому что мне мой друг посоветовал книжку, которая называется «Женщина-учебник для мужчин». Ее целиком никому я не советую читать, но первую, наверное, треть она поясняет, какая мотивация у нормальной женщины эволюционно складывается в отношениях с мужчиной. Когда Лена первый раз прочитала эту книжку, она была, это, говорит, просто нереально. Это так круто. да, причем я помню, что вы с Костяном ее обсуждали. У нас такой товарищ был велосипедный, такой жутко симпатичный, самовлюбленный парень. И, ну, действительно, он красивый внешне был, образованный. И я так понимаю, что от женщин у него отбоя не было, и он всех считал какими-то вот, типа, что-то все брешут, или что все его пытались добиться. Ну, не знаю, что у него там, голова поломанная была за счет вот этой его внешности, мне кажется. И он такой, да ты врешь, не можешь ты думать так же, как эта книжка. А эта книжка, она мне просто такая на место все поставила. И на многие вещи я поняла. Она, конечно, местами смешная, потому что мужик там увлекся. И я думаю, она многим очень порвет жопу. Но я вот, например, могу сказать, что я совершенно точно не воинствующая феминистка. То есть я понимаю, что права у женщин должны быть, потому что они нарушаются во всем мире, вообще проблемы, и бьют, и зависят женщины, и не могут никуда уйти, потому что общество осудит и так далее. И это ненормально, и это если мы берем там Европу и постсоветское наше пространство, если взять какой-нибудь Афганистан, Иран, то есть труба, пиши, пропала, я бы не хотела родиться где-нибудь в этих странах, потому что это жуть и кошмар. Но я все равно хочу, чтобы в трудной ситуации я пришла к своему мужчине и задала ему вопрос, а он бы мне с высока своей мудрости подсказал, как это делается. Я прям не знаю, я думаю, что я выжила бы. Я выжила бы, я была бы конь с яйцами, у меня яйца еще ого-го какие. Обычно я подавляю всех мужчин, которые рядом со мной. Прям ты замечал это, да? И это нехорошо. Я не чувствовала себя счастливой в эти моменты. То есть, когда я как-то плохо себя веду, и мне позволяют раз за разом, я несчастлива от этого, просто по-другому не могу. Я думаю, что это тыкать палочкой, и я думаю, что ты не избавишься до самой старости и смерти от этого. Тыкать палочкой и проверять, а ты все еще сильный самец, я еще могу на тебя полагаться. Я думаю, это так и работает, потому что ну, в мире там приматов я бы ушла искать более сильного, который бы мне этой палочкой ткнул назад. Наверное, не знаю, как это работает. Я не знаю, может, много дискуссий здесь разверзнется под этим видео, но вот я так ощущаю. У меня ощущения немного другие. Ты начинаешь со временем уставать от того, что ты постоянно сбрасываешь твою ногу с моей шеи. То есть чуть-чуть. Ну, у меня другой вопрос. Ладно, мы оставим это в стороне. У меня вопрос, как ты думаешь, у нас в семье равенство? Мне кажется, у нас даже какой-то перекос. Потому что я вроде как важнее. Да? Но у нас, в общем, мы можем заявить, что у нас в семье равноправие. Думаю, что да. Мы решения принимаем вместе. Ну, такое ощущение, что все время мы делаем, что я хочу, как будто вот ты ничего не хочешь сам, а вот хочешь только делать то, что я хочу. Ну, так и есть. Есть такое ощущение? Да. Не с плохой точки зрения, а как будто ты... Я получаю удовольствие, когда ты получаешь удовольствие. Это у меня такая история. Да, и иногда со стороны мне подружки многие говорят, что ой, у тебя муж тиран. Такая,
Чё, серьезно, тиран? Просто он достаточно резкий, там свои какие-то мысли высказывает, где-то меня осаживает, когда я заиграюсь, там что-нибудь нести начинаю не то. Но, ну, блин, ну реально, Нас друзья называют меня абьюзером. арбузер, да. Не, ну мы прошли период, когда ты тоже переигрывал. Прям помнишь, у нас были проблемы, когда ты прям меня задавливал как будто своим авторитетом. Ладно, мы ушли в наши отношения, это не Ага. совсем интересно. Если говорить про лестницу наверх мастера перманентного макияжа, ну вот мы нашли одну такую большую возможность — это работать вместе с мужем. Все равно он помогает, все равно он не кинет, все равно, даже если он слабый, он какие-то функции выполнит. Он не уйдет и не скажет: все, я ухожу на А другую может работу. быть и разовьется вместе с тобой, когда надо будет что-то изучить и Может так быть, далее. но у меня сильные сомнения, потому что помнишь нашу совместную подругу, которая «хочу Макан», Мгм. которая плакала и говорила: Мгм. «хочу Макан». Я говорю: «ну купи». «Нет, я хочу, чтобы мне Игорь подарил». То есть она требовала этого от этого бедного мужа, который был барменом, она требовала чего-то нереального, чтобы он соответствовал ее ожиданиям, а он просто, ну, он не мог. И вот здесь, наверное, такую большую трагедию, чтобы не получила в семье, когда большие очень ожидания возлагают на мужчин. Это первое. И второе, вот по росту мастера, какие еще пути у него есть? Ну, такие, чтобы это как социальным лифтом его быстренько подняло наверх. Не знаю, что ты имеешь в виду, не пойму. Ну, у нас есть лайфхак использовать мужа в работе. Вот Ну, лайфхак, это если он да, лайфхак. справится. Ездить по конференциям и выступать. Лайфхак тоже. Ну, типа лайфхак. Ну, да. Тоже, ну, не факт, что сработает, но типа стать чемпионом чемпионов. Вот простой пример того, как очень быстро взлетело, это наш амбассадор, как ее зовут, Кого ты имеешь в виду? которая очень популярная, везде по мастер-классам ездит, которая нас очень любит, но была в футболке Face А, на эфире. Токстопалатова Элиза, да. Элиза. И она вот стала чемпионом чемпионов, и, ну, она действительно очень Но она крутой крепкий мастер. мастер. Да. Я думаю, что она через большой труд туда пришла. Но, тем не менее, это был социальный лифт для нее, очень сильный. И она сейчас на расхват, она очень крутая, действительно. Вопрос, какие еще варианты есть? Ну, как у меня, это медийка через съемки постоянные какие-то, через открытость, через показ того, как ты умеешь. Я тебе задам вопрос. Вот ты пришел в этот бизнес, а ты не пожалел? То есть у тебя огромный потенциал вообще, 100%. Я в этом не сомневаюсь, я думаю, ты тоже не сомневаешься. Не застрял ли ты вот в этом бабском бизнесе, у которого потолок низкий на самом деле? И я тебя из него не выпускаю. Я же не выпускаю. Я прям тебя держу руками и ногами. Тебе не кажется, что ты зря в него зашел? Но что такое зря? Ну, это что ты жалеешь, что ты потратил столько лет на него. Я не жалею. Я жалею об одном, что я не смог выбрать другую нишу вместе с тобой, потому что очень важно иметь совместный бизнес и расти, потому что ты видишь, как я расту, ты видишь, как растет бизнес, ты видишь, как растут потребности. И если ты не подтягиваешься и не начинаешь со мной общаться на одном языке, что такое LTV, ROI и так далее, там, начиная от методологии, заканчивая теорией или практикой, и мне с тобой, ну, мне с тобой не о чем говорить. А сейчас ты там на обучение со мной съездила. Ты там То есть ты не смог бы жить с женщиной, которая просто не всегда смог бы. сидит дома и детей воспитывает и вкусную еду Ну, тебе я мог готовит? бы жить в том формате, в котором существует большинство мужчин. Это измены какие-то, может быть, я там, вот и Ты бы пришел бы, изменял, что ли? Ты же думаю, не... да, Да? пришел бы кризис среднего возраста, стукнула бы мне там седина в бороду пришла, бес в ребро, я понял бы, что жизнь прошла просто так, рядом со мной человек, которого Ну, я это не если ценю. бы да кабы, короче. Но Но я думаю, тебе надо что это развиваться так, вместе, да, важно. я думаю, что один из факторов того, что мы еще не развелись, это то, что ты развиваешься вместе со мной. Если бы я уехал от тебя, я думаю, что все закончилось бы печально. Это первое. И второе, у тебя всегда давит конкуренция. У тебя всегда вот сейчас у нас девочки молодые, ты смотрела на выпускное или не выпускное какое-то мероприятие у Мгм. Короб, Мгм. и у нее молодые девчонки, Мгм. которые, ну прямо они, ну дети. Дети. И вот эти дети, но тем не менее они с мозгами, тем не менее они с амбициями, они с нормальным здоровьем, с нормальной внешностью, они начинают конкурировать с тобой, Глаза и спины. да. Мгм. И когда у тебя нет
у тебя не было почему конкурентов никогда? Потому что ты лучшая женщина по интеллекту, адекватности и возможности к саморефлексии, это тоже очень важно, которых я встречал. Все. Если бы не было саморефлексии, если бы не было интеллекта и чувства юмора, нам с тобой делать нечего вообще. Ну, потому что, кто-то живет со мной, рожает мне детей, все. Ну, то же самое и обратную сторону. То есть это мы с тобой такие, получается. А кто-то же живет с такими женами, или кто-то живет каким-то со слабыми мужичками неудачными. Ну, а там заканчивается всем чем? Возможно, да. Как у нашего общего Все знакомого. Все фильмы да, снимаются по такому сюжету. который говорил, что у него 10 содержанок. Да. И так и что, и вывод какой? Ты не жалеешь, но нишу Я не бы жалею, другую, но да? я бы хотел выбрать другую нишу. Почему? Потому что это очень маленькая ниша. И вот мы с тобой вещаем сейчас. У нас подкаст. Тесно стало, да. Да, у нас подкаст, который затрагивает важные, интересные темы для многих. Но мы можем поделиться. Мы достаточно глубокие с тобой. Сам себя не похвалишь. Но это правда. Но 200 просмотров, 300 просмотров. Ну, понятно, Я что думаю, это тогда быстро он закруглится. на лайв-канале, да, подкаст. понятно. Но мы будем продолжать какое-то время публиковать этот подкаст для того, чтобы люди, все-таки, может быть, он выстрелит. Да. Но все равно, когда ниша очень маленькая, тебе не оказать масштабного эффекта на сообщество. Вот и все. И это проблема. И маленькая ниша, с одной стороны, дала нам прекрасную возможность конкурировать на этой нише. Ну, потому что все остальные, они вообще-то, и большим игрокам не интересны там. Но с другой стороны, она нас ограничила. И мой знакомый, он сказал гениальную вещь. Он сказал, я не буду заниматься бизнесом, который потенциально нельзя продать за $1 миллиард. Потому что открываешь ты кофейню, что открываешь миллиардную компанию, потенциально вначале вы фигарите одинаково. Но только ты потом не упираешься в потолок и можешь продаться за $1 миллиард. А здесь владелец кафе упирается в потолок и все. И он больше, сеть он строить будет, еще что-то сложно. Ну, это разные, вещи. Кофейню открыть там условно, не знаю, одна сумма и усилия, и миллиардную компанию. Нет, на самом деле смотря нет. какой стартап, ладно. То же самое, у тебя по большому счету ты делаешь все одно и то же. У тебя на этапе роста компании, становления, ты находишь себе сначала ассистента, потом находишь специалистов, которые выполняют основные функции. Ищешь офис, покупаешь мебель. То есть у тебя затраты и в общем затраты трудовые и денежные, они одинаковые. Но ту компанию ты не сможешь за $1 миллиард продать, а эту сможешь. Понятно, что надо больше работать. Поэтому я думаю, что я бы ушел в какой-то другой бизнес, но у меня не было этих знаний. Понимаешь, у меня знакомых этих даже не было, которые могли бы мне посоветовать. Потому что эти знакомые появились только после того, как мы купили замечательный дом в элитном поселке. И у меня появились знакомые, которые могли давать такие советы. Ну так девочкам тащить мужей в работу или нет? Короче, ниша перманентного макияжа – это ниша, в которой, как это ни странно, конкуренция низкая для мужчины. Особенно, если у него какие-то навыки есть. Мне понравилось интервью Галицкого, в котором он сказал, когда вы выбираете нишу, в которой нет игроков сильнее вас. Потому что рано или поздно они вас переиграют. В перманентном макияже основные игроки – это женщины-одиночки. И они, помимо того, что они не всегда самые умные, как она может сравниться, например, с выпускником MBA какого-нибудь экономического факультета, у которого есть стаж работы в крупной компании, он натаскан на тренингах, она этого всего не знает. И он заходит в малоконкурентную нишу, и шансов построить успешную компанию у него, конечно, гораздо больше. И поэтому, если мы берем за базис, что это низкоконкурентная ниша с точки зрения бизнес-навыков, то если у вас есть мужчина, который может зайти, обещайте ему золотые горы, затягивайте, но имейте в виду, что он потенциально быстро упрется в потолок. Как вот я. Ну, получается, что ты зашел и построил сеть. И у нас было 9 городов, 11 студий, там 5000 процедур, вот этот весь поток, огромный штат персонала, большие деньги. И, только сможет крепкий мужик это сделать. Да, но тем не менее, если ты немного придешь с командой такой. Придешь в себя, это все равно был микробизнес. Конечно, да, я помню. Микробизнес. Это прям такая настолько
интересная история. Ну опять, подожди, микробизнес в сравнении с нашими новыми друзьями, с которыми познакомились, у которых какие-то миллиардные компании, конечно, это микробизнес. Нет, это определение государства. Ага. У тебя есть микробизнес, у тебя есть, ну там есть, короче, есть малый бизнес, есть средний бизнес, есть крупный бизнес. У них разные регулирования со стороны государства. Для малого бизнеса действуют специальные условия. Это льготный налоговый режим, упрощенная, например, там, поддержка от государства. Ну ладно, короче, есть критерии, по которым да, мы малый бизнес. критерии это выручка сейчас подняли до 250 миллионов, по-моему, если я не ошибаюсь, рублей. То есть у тебя выручка должна быть получается, 3 миллиона ты спокойно в год можешь делать долларов. Ну, если мы по 70 рублей И это возьмем. все еще малый бизнес. Это малый бизнес. Мы 3 миллиона в год не делали. Ты называешь, что мы там крупная компания, а мы на самом деле блохи. Реально, мы не интересны ни государству, ни рейдерам, вообще никому. Вот этот страх, что тебя придет и захватит страшный налоговый инспектор или ФСБ за то, что ты купил себе Range Rover, он меня не отпускал. Пока я не понял, что мы действительно просто блохи. Вот с этими копейками мы просто блохи. И это меня расстраивает, потому что я понимаю, что мы блохи не потому, что мы плохие, а потому что ниша очень слабая. И ты вот сейчас упрись рогами в землю, раскрути ее, и, например, с пигментами, казалось, большая ниша. Но потолок этой ниши – это 1,5 миллиарда выручки по розничной цене в России. 1,5 миллиарда – это вообще ничто. Это 15 миллионов долларов. Это… Ну, если ты усрешься просто их зарабатывать. Да, ты усрешься конкурировать за эти 15 миллионов долларов с людьми, которые тоже хотят часть от этого бизнеса. Это уже будут маркетплейсы, и у тебя основная, ну, ты все равно останешься малым бизнесом. И это трагедия для предпринимателя крупного. Если бы я это знал, я бы потащил тебя куда-нибудь в другое место. Мы бы делали все вместе, но чтобы эта ниша была другая, чтобы она была более масштабная, более прикольная, там более прикольные челленджи. Хотя это тебе надо вообще или нет, большой бизнес? Насколько это тебе интересно? И что бы ты хотела делать вместо того, чтобы работать, например, мастером? Я не знаю, я до сих пор не знаю. Я потратила столько лет, мне кажется, уже сейчас брать что-то новое, изучать, я уже старая и неспособная. Ну, а ты бы, если изначально, например, я сказал, пойдем в другой бизнес, там сложно, там большие риски, но там большие деньги, и ты будешь рядом со мной идти и там, аж занимать, например, руководство какого-нибудь креативного директора. Я бы развивалась в другую сторону, просто рисовала бы как хобби, да. У меня же креативные мозги. Резюмирую подкаст. Что делать-то, если вы зарабатываете? Короче, если вы становитесь мастером перманентного макияжа, или вы уже мастер, который зарабатывает, вам нужно как-то очень прощупать своего мужа тактично и понять, он способен вместе с вами расти, ему вообще донести, что скоро у нас-то отрыв будет с тобой, либо ты заходишь, и мы вместе работаем, либо ты развиваешься, чтобы мы на одном уровне были, потому что, мне кажется, это нормальный на самом деле диалог. То есть садишься и говоришь с мужем: слушай, смотри, я вот сейчас вот столько зарабатываю, через год я начну зарабатывать вот столько, и тогда я смогу себе позволить там путешествовать на Мальдивы, и я буду тебя возить, что ли? Типа, тебе нормально с этим жить будет? И, то есть ты должен какие-то действия предпринять для того, чтобы тоже мне соответствовать условно. Муж может разозлиться, сказать: я с тобой развожусь, а может разозлиться по-хорошему и начать зарабатывать, но что-то произойдет. И я думаю, это важный разговор, который должен состояться, если вы своего мужа любите и хотите с ним дальше строить, всю жизнь пройти вместе бок о бок. Либо это накопится, и через несколько лет у вас критическая масса вас разведет просто, потому что вы его перестанете уважать, он начнет злиться, чувствовать себя ничтожным, скандалы, там, интриги, расследования, прятание вот этих каких-то счетов, типа, чтобы он не залез, не украл. Короче, вот это уже не семья, я считаю. То есть, на мой взгляд, это абсолютно неприемлемо, когда такое начинается. Все, такой мой совет как женщине. У нас таких разговоров не было, он просто меня отодвинул и зашел вместе. Мы начали развиваться, и весь путь прошли вместе, и всяко было, но если вы, я сейчас просто вижу, какое количество мастеров заходит через эти всякие тренерские курсы, как активно это все развивается, и у большого количества мастеров все равно получится. И вот у них эти проблемы возникнут.
И получается, либо ты молодая девочка, которая вообще еще не замужем, и уже начав зарабатывать, она будет себе искать другого по уровню мужчину. Она не будет какого-то клерка, который ее не свозит на Мальдивы искать, что ли, если она может сама себя свозить. Правильно? Либо, если они уже вместе, и она начала развиваться, то эта проблема назреет. Это большая человеческая трагедия, на самом деле, для мастера, который зарабатывает много. И она будет предъявлять высокие требования к самцам, мужчинам, которые должны тоже много зарабатывать и соответствовать ей. Но проблема в том, что не факт, что она выиграет конкуренцию лицом. Не, ну там всякие девочки, много молодых и красивых. Там много, там еще раз, конкуренция огромная. То есть представь себе ресурсный чувак, у него куча денег, он умный, он интересный, он классный. И тут девочка такая: я на тебя претендую. До свидания, иди со своим перманентным макияжем, мне не интересно, потому что у меня рядом, например, выпускница там МГИМО или еще что-то. Понимаешь, что там конкуренция за ресурсных людей очень высокая. И это реальность нашего общества. Но если это нормальная молодая семья, то там конкуренция на одном уровне, они и молодежь. Да, все. если она И молодая, они будут вместе да, расти. да. А если она ищет уже мы уже там в дебри пошли. Это такая тема, минное поле, мне кажется. Да? Все, заканчиваем, а то проблем насобираем.